Рита снова стояла на остановке. Большой чемодан и 4-летняя Полина рядом. Все, что у нее есть. За 5 лет супружеской жизни она уже, наверное, 10-й раз уезжала к матери и отчиму. С Никитой они познакомились на работе. На тот момент он работал всего пару недель. Как-то увидел, что Рита несет тяжелую сумку из магазина и вызвался помочь. Оказалось, что он жил недалеко от Риты. После этого и на работе стали чаще общаться. А потом как-то все закрутилось, и через 3 месяца они стали жить вместе. Девочки из отдела кадров говорили Рите быть аккуратнее, присмотреться. Мол, слишком часто он работы меняет. Что-то тут не так. Но Рита никого не слушала, да и особых изъянов в Никите не видела. Все как у всех. По выходным мог позволить себе расслабиться, в будние дни работа до дом. Потом она за праздничным ужином рассказала Никите, что беременна. А он переменился в лице сначала, а потом улыбнулся. И это сейчас она понимает, что улыбка была натянутая, а тогда решила, что просто растерялся. Расписались они через пару месяцев. Свадьбу не устраивали, посидели дома. Никита сказал, что деньги лучше сейчас беречь, скоро ребенок родится. И Рита была согласна. А когда она ушла в декретный отпуск, Никита пришел домой и сказал, что уволился. Рита очень удивилась этому, ведь скоро родится дочка, и тут такое. Потом из отдела кадров ей позвонила знакомая. Рассказала, что Никиту и так долго терпели из-за нее, но он перешел все границы, и его попросили уйти. А когда Рита стала ему намекать, что пора найти новую работу, он впервые на нее закричал. Даже руку занес для удара, но вовремя остановился. Рита тогда очень испугалась, и уже через час ее увозили на скорой. Никита потом приходил, просил прощения, говорил, что уже ищет работу. Риту же оставили в роддоме на сохранении, и на 8-м месяце родилась Полина. Она позвонила мужу, отправила фото. Получила только ответ «спасибо». А потом 3 дня телефон Никиты был недоступен. Даже на выписке их из роддома на нем виднелись следы запоя. Но Рита решила, мол, кто ж не обмывает ребенка. Но дома начался кошмар. Никита пил, часто говорил, что дочь на него совсем не похожа. Работал только на каких-то шабашках. Рита начала втихаря подрабатывать через интернет, так как пособий не хватало. Когда Полине исполнилось 3 года, Рита не смогла выйти на работу. Слишком часто болела дочка, а отца она с ней бы не оставила. Никита тогда сильно разозлился, узнав о решении жены. И с тех пор, время от времени, он их выгонял. День или ночь, ему все равно. Вот и сегодня, рано утром в выходной день, Никите не понравился завтрак. У него болела голова. После вчерашней стычки с начальником его уволили. Он пошел и напился. Сырники его не обрадовали, а то, что в холодильнике не оказалось коньяка, и вовсе разозлило его. «Ты же знаешь, я не покупаю алкоголь», — оправдывалась Рита. «Могла бы и купить», — кричал в ярости Никита. Рита ушла в другую комнату, где играла Полина. «Ты почему со мной не разговариваешь? Почему в холодильнике пусто?» «Я тебе говорила, что деньги кончились, а продуктов в холодильнике много». «Работу найди, сели мне на шею. Проси у отца девки свои денег, пусть вас содержит. И не про продукты я». «Ты отец». «Не отец я, не я. Тьфу, убирайтесь, чтоб я больше вас не видел никогда. Быстро!» Никита орал так, что слышно было и у соседей. Хорошо, что руки еще не распускал. Рита больше ничего не говорила, быстро собрала вещи. Она уже привыкла к такому. Через неделю или чуть больше Никита снова приедет за ней. Будет ползать на коленях, извиняться, уговаривать вернуться. Она его всегда прощала. Жить ей больше было негде, а в деревне у матери отчим. Мать всегда говорила, что он против таких гостей, как она,
хотя сам он очень хорошо разговаривал с Ритой и даже с Полинкой играл. Может, маме он потом все и высказывал, но как-то это не вязалось с его характером. Риту он воспитывал с 13 лет и быстро нашел тогда общий язык с ней. Рите он нравился. Она и называла его папа Коля, дядя Коля. Когда как. «А мы к дедушке?» – спросила Полина, когда они сели в автобус. «Да, милая, к бабушке». «Ты к бабушке, а я к дедушке». «Пусть будет так. Пусть дочка хоть как это называет. Главное, что она спокойна и не испугалась, как когда-то». Их никто не встречал. Рита не сообщила, просто не успела. А по дороге сел телефон. «Опять приехали. Как-то очень недовольна», — сказала мать. «И что тебе не живется с Никитой? Такой хороший парень. Потеряешь, потом наплачешься. Моду взяла бегать от мужа». «Мама, он меня выгнал. Ну все, как всегда». Мать только махнула рукой и пошла на кухню. После обеда Рита с Полиной пошли гулять, чтобы не мозолить матери глаза. У реки было тихо. Полина играла, а у Риты вдруг от всего происходящего потекли слезы. Сил не оставалось, и сейчас она позволила себе слезы, пока дочка не видит. «Деда, ты нас нашел!» — обрадовалась Полинка. «Нашел. Вы всегда тут гуляете. Беги играть. Нам поговорить с мамой надо». «Дядя Коля, это последний раз. Простите. Я знаю, что вы против наших приездов. Я выйду на работу и в случае чего смогу снять квартиру. Полина в садик пойдет скоро. Ждем очереди. Больше не будем приезжать». «Да я не против. Кто тебе сказал такое? Мать? Она и на меня целыми днями ворчит. Ты разве не замечала? А уж когда уезжаете, то и вовсе фонтан открывается. Все вспоминает». «Простите, я не хотела». «Да ты-то тут при чем?» — сказал он добродушно. 2 года назад все началось. Помнишь, у меня умерла мать. Наследство осталось. Я один сын у нее был. Дом в соседнем поселке. Большой. Дед еще мой строил. А еще квартира там же была. Квартиру я продал уже. Она в деревянном доме была. Небольшая, недорогая. Мать ее сдавала раньше. Деньги от квартиры на счет положил. А мать твоя захотела на море отдохнуть. Насела на меня. Хочу и все. Снял я. Проценты все потерял. Съездила. Веселая приехала. А вы разве не вместе ездили? Нет. Мне и тут жарко. Не переношу я жару. Она с подружкой ездила. Ну а теперь хочет снова на море. Но ей, видите ли, денег мало, которые я ей дал. Кинула мне обратно. Требует и дом продать. А мне жалко дом. Да и вдруг она меня выгонит потом. Куда я пойду? Как ты считаешь? Что-то последнее время характер у нее совсем испортился. А кто подружка у нее? У нее раньше никого не было таких, кто по морям ездил. Тетя Оля всегда дома, да и хозяйство свое никогда не оставит. Да я и сам толком не знаю. Альбина. А кто такая? Альбина? Альбина. У нас тут только одна Альбина, но она та еще штучка. На курорты раньше ездила за мужиками, а привозила только детей. Приедет, родит и снова. Неужели не помните? Интересная подружка. Я и не думал, что она свяжется с ней. Думал, другая, мало ли. А ты так и будешь бегать? Пора бы тебе уже подумать. Сама посуди. Он тебя гонит, кричит. А вдруг бить начнет? А Полинка? А куда мне идти? Ни работы, ни денег. Сейчас даже подработки закончились. У многих тяжелый период. На последние деньги билет купила. Вот к вам на шею села. Мать тарелкой супа попрекает. Давай сделаем так. Чемодан ты еще не разобрала? Нет. Я за вещами. Скажу матери, что передумала ты и уехала к мужу. Поживете в моем доме. Там тепло, вода, все как в городе. И речка тоже есть.
Не отказывайся, дочка. Отчим отвез ее в соседний поселок. Всего 30 километров, только поселок гораздо больше. По дороге к дому купил продуктов. Пока хватит, а через день я приеду, привезу еще. И вот, денег немного, вдруг чего надо. Деда, а ты не останешься с нами? Я приеду. Чего тебе привезти? Не знаю. Ну все, поехал. Спасибо, папа Коля. Когда дедушка уехал, Полина спросила: «Мама, а мы тут теперь жить будем? Тут так хорошо. Это деда нам купил?» «Это дом дедушки. Пока тут поживем, а потом видно будет». «Я бы тут все время жила. А там девочка гуляет. Можно я с ней поиграю?» Полина показала на соседний дом. «Давай не сегодня. Уже поздно. Надо вещи разобрать. И ты ведь мне поможешь с вещами и ужином». Полина тут же кинулась к сумке, попутно засыпая вопросами о том, что будут готовить. Через неделю раздался звонок от мужа. «Ты где? Я приехал к твоей матери, а вас нет. В чем дело? Ты с кем?» «Я подаю на развод». «Да как ты можешь? Кто тебя подберет с прицепом?» «А мне не надо, чтобы меня подбирали. Не вздумай на меня алименты повесить. Полина – твоя дочь. Да ты совсем...» Рита нажала на отбой. За эти дни она решила, что справится сама. Отчим обещал помогать, пока он привозил продукты, но надо найти работу. Рита училась на воспитателя детского сада. Ей всегда нравилось возиться с малышами, но работала менеджером, не по специальности. Надо было зарабатывать, хотя всегда мечтала работать именно с детьми. Отчим приехал утром. «Собирайтесь, поедем работу смотреть. Документы, диплом, все возьми». «Диплом? Значит, детский сад?» «В сад, только частный. Я и сам не знал, что у нас частный садик открыли. Требуются воспитатели. Я договорился. Там у меня одноклассница уже работает». «А как же Поля? Ее можно в этот садик?» «Все узнаем». Рита развелась, подала на алименты. Никита оспаривать не стал. Он и сам знал, что дочь его. Просто в порывах гнева говорил, чтобы досадить Рите. Видеться с ними он больше не хотел. Рита была рада такому развитию событий. Она его видеть тоже больше не хотела. Примерно через полгода приехал отчим с вещами. «Не выгонишь?» «Так это же ваш дом. Что случилось? Мама?» «Мама твоя условия поставила. Либо я продаю дом, либо убираюсь. Ты уж извини, я рассказал, что ты тут живешь, иначе тебе негде. А она стала кричать, чтобы выгнал тебя, что ты взрослая и сама должна свои проблемы решать. Ну, примерно так. Больше я терпеть не стал. Уехал». Так они и стали жить вместе. Отчим тоже устроился на работу. Вечерами он играл с Полинкой. Ему очень нравилось, когда она смеялась и кричала «Деда!». Он был хорошим дедом и хорошим отцом. А через год Рита вышла замуж за соседа. Дядя Коля хорошо его знал и одобрил выбор. На свадьбу, хоть она была скромная, пригласили и маму Риты. Но у нее опять оказались свои интересы. «Вот и хорошо. Теперь Рита к мужу переедет. Можно и дом продать. Возвращайся ко мне. Не смеши людей. На старости лет живем по разным домам». «Ну нет, мне хорошо здесь. Спокойно. Никуда не поеду. И дом не продам. Да и внучка рядом. А может, скоро и еще будет». «Внучка? Ты и дед-то не настоящий. А тебя она любит больше, чем меня. Куда тебе с таким домом? Возвращайся. А может, ты свой дом продашь? Сюда переедешь». «Еще чего». «Ну вот, и я не продам. Да что с тобой говорить?» Так она и уехала ни с чем. А Николай написал завещание. Так, на всякий случай. Все Рите и Полинке оставил. Всякое в жизни бывает. А пока радовался за дочку, гулял с Полинкой.
и они вместе мечтали, как будут гулять с коляской, в которой будет братик или сестренка Полины. Поэтому часто намекали Рите, что пора бы уже. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.